У большинства россиян, уж точно у зрителей моего канала, жизнь с 24 февраля делится на до и после. И дело не в изменениях в бытовой жизни, которые, конечно, есть, а в том, что из граждан, топчущейся на месте информационной автократии, не такой уж ужасный, так уж, мы превратились в граждан империи зла, в граждан мирового изгоя, чья армия убивает и калечит мирных жителей украинских городов. Причем делает это совершенно просто так, безо всякой причины. Наш язык раньше нас самих среагировал на исторический перелом. Еще недавно, когда мы говорили слова «до войны», мы имели в виду до 22 июня 41-го. Сейчас наша история разделена на «до» и «после» новой войной. Эта война, идущая сейчас с Украиной, вызывает два тяжелых чувства. Чувство одиночества и чувство вины. Нам одиноко. Кажется, что все вокруг сошли с ума, изрисовались этой новой свастикой и заставили нас спрятаться где-то внутри самих себя. И в этом одиночестве мы остаемся один на один с невыносимым чувством вины. Это чувство несоразмерно человеку. Наше огромное государство творит чудовищные вещи, а мы поодиночке пропускаем все это через себя. У нас даже в нашей редакции одного из коллег пришлось отправить на лечение. У нас был самый такой прям патриот. Хотя мы тут, в общем-то, все патриоты, но он был прямо особенно. И поэтому моральное банкротство любимой страны его просто сломало. Давайте сегодня обсудим, действительно ли мы настолько одиноки. И как те переживания, которые уничтожают нас изнутри сейчас, перевести во что-то созидательное. Ну, хотя бы попробовать. Не совсем понятно, при каком режиме мы теперь живем и дальше будем жить, и чего от него можно ждать. Однако тот режим, при котором мы прожили прошедшие 20 лет, был неплохо изучен. В современной политологии его часто называют информационной автократией. При такой форме правления одним из основных методов удержания власти является манипулирование информацией. Насилие и репрессии тоже присутствуют, однако носят точечный, не массовый характер. При этом информационный фон создается такой, что всем кажется, что они просто везде и всюду. В отличие от тоталитарных режимов прошлого, информационная автократия вовсе не заставляет тебя любить вождя и как-то активно выражать эту любовь. Ее задача — убедить тебя в том, что вождя любят и одобряют все вокруг, а ты одинокий отщепенец, обреченный вариться в собственных переживаниях. Главные инструменты информационной автократии — это подконтрольные СМИ, фальсификации на выборах, манипулятивные социологические опросы и точечные репрессии, которые раздуваются медийной средой. Все это создает иллюзию всеобщего одобрения и демотивирует несогласных. Тоталитарные режимы прошлого приучали людей к коллективизму, потому что это был контролируемый коллективизм, направленный на какие-то великие цели. Информационная же автократия граждан в шеренги не строит и еще и страшно не любят, когда они начинают объединяться самостоятельно, неважно для какой цели. Даже если что-то наивное, например, защита архитектурного наследия, природы или даже здоровья. Помните все эти истории, когда иностранными агентами признавали совершенно неожиданные НКО? Никак нельзя такому государству допустить, чтобы граждане находили единомышленников и самоорганизовывались. Ведь для авторитарного режима питательной средой является атомизированное общество, где никто никому не доверяет, не верит, где каждый сам за себя. Режим работает на недоверие и разобщенность. В такой среде большинство может просто не осознавать, что оно большинство. Потому что каждый замкнут на себе, и всем кажется, что они одни так думают. Человек не видит человека, а видит лишь картину всеобщей поддержки, созданную специально для демонстрации по телевизору. Впрочем, даже телевизионная реальность дает трещину. Давайте вот посмотрим фрагмент выступления профессора МГИМО и Елены Пономаревой в недавнем вечере с Владимиром Соловьевым, который теперь идет круглосуточно и каждый день. Вот сегодня и наша часть нашего общества проявилась по-разному. Я вот вчера разговаривала с несколькими коллегами, и мне так даже немножко обидно было и грустно, потому что
мужская сильная половина нашего коллектива, она в панических настроениях находится. Типа, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает и тому подобное. Мне приходилось убеждать, что как же так, наше дело правое, мы не можем сейчас отступать. Как же вы будете в аудиториях работать, если у вас такой настрой? Спикер нечаянно проговорилась. Ее позиция политически одобряема, поэтому ее и пригласили в телевизор. А вот ее адекватные коллеги, которых, возможно, намного больше, и, скорее всего, намного больше, полностью лишены публичного голоса и погружены в собственную депрессию. Хотят ли русские войны? Этот вопрос волнует многих с самого начала военной кампании. Одноименную песню даже по требованию Роскомнадзора заблокировал YouTube. Кажется, что ответ очевиден, ведь о нем сигнализируют данные всех социологических опросов. Подавляющее большинство россиян, дескать, войну против Украины поддерживают, а уровень одобрения Владимира Путина и вовсе достиг огромных 83%, типа все за. Однако, мои сторонники, кстати, которые в чате спонсоров находятся, кстати, вы тоже можете стать спонсором канала внизу по описанию и тоже попасть в эти чаты, где мы периодически делаем что-нибудь полезное и интересное. Так вот, одно из такого полезного и интересного — это скинуться на соцопрос. Сейчас опять, кстати, скидываемся на новый. Так вот, заказывали у службы Russian Field, которая имеет отличную репутацию. У них качественная работа с выборкой, географией и статистикой. Так вот, результат был такой. Из 31 тысячи респондентов, до которых дозвонились, 29 400 отказались отвечать на вопросы социологов, узнав, о чем эти вопросы. Иными словами, озвучивать свое отношение к войне против Украины отказываются 95% граждан России, отвечающих по телефону. В обычное время тоже, конечно, далеко не все соглашаются отвечать на вопросы социологов, о чем бы они ни были. Но после начала войны и когда речь о войне, желающих отвечать стало в 3 раза меньше. Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. Это из той песни, и слова эти как раз про нашу попытку опроса. В государстве, где за неправильное мнение о так называемой спецоперации грозит до 15 лет колонии, граждане не жалуют абы кому говорить, что они думают на самом деле, они предпочитают молчать. Лишь 5% россиян озвучивают свою позицию, и внутри этих 5% да, большинство поддерживает войну. Но и то не все. О реальных настроениях в России мы ничего не знаем, они скрыты еще большим туманом, чем сами боевые действия. При военной цензуре никакой адекватной социологии у нас быть не может, по определению. Потому что любой опрос общественного мнения выглядит примерно так. Постой, спросим девочку, пусть она сама скажет. Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу? На дачу. Сейчас мы можем наблюдать лишь отдельные внешние проявления глубинных настроений. И эти проявления внушают надежду на то, что лечить придется именно взбесившееся государство, а не российское общество. В первый же день войны тысячи людей вышли на улицы по всей стране. Они вышли не на волне патриотического подъема и военного ажиотажа. Они вышли против войны. За не вышел никто. Митинги состоялись в первый же день. Несмотря на большие риски, несмотря на отсутствие хоть каких-то лидеров протеста, их давно уже всех выдавили за границу, пересажали или даже попросту убили. Даже сейчас, когда гайки закручены туже некуда, россияне продолжают выходить поодиночке и небольшими группами. Фактически это самопожертвование. Это гражданский героизм, который, в общем, часто не слабее военного. Потому что когда ты совершаешь подвиг на войне, ты делаешь что-то одобряемое твоим государством. Ты часть большой силы. Особенно хорошо, когда силы, которые борются за правое дело. Но когда ты выходишь с плакатом на улицу, ты один против всех. В нынешних условиях государство тебя сожрет за считанные секунды, выплюнет как мошку, и никто не заступится. Но люди все равно продолжают выходить на пикеты и митинги. И не только на митинги. Вот посмотрите, как, например, на днях выступил депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин. Уважаемые коллеги, пройдет совсем немного времени. И все те, кто сегодня поддерживает то, что происходит в результате вот этой так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть. Потому что эта спецоперация унесет больше человеческих жизней в сотни, а может быть и тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились. Причем жертвы-то были с обеих сторон, об этом тоже почему-то умалчивают.
то, что скрыта была поддержка сепаратистов на востоке Украины от нашего государства, тоже умалчивают. В России есть и другая антивоенная активность. Это открытые письма против путинской спецоперации. Их подписывали журналисты, учителя, самые разные профессиональные сообщества и просто неравнодушные люди. Например, 25 февраля в инфополе попало открытое и очень бескомпромиссное по содержанию письмо 377 российских ученых, включая академиков Российской академии наук, людей очень зависимых от государства. А знаете, сколько подписей под этим письмом сейчас? Более 8000. И это даже не митинг, где есть шанс улизнуть от ОМОНовца. Здесь люди сами внесли себя в список. Да, есть те, кто выступает за войну, но найти таких не так-то просто, если это не Олег Газманов. Люди с именем, поддерживающие войну, добровольно и без государственного жалования, находятся в очень скудном количестве. А вот тех, кто против, сколько угодно. В российском обществе нет никакого единства, нет всеобщего восторга. Государство накрыло всех бетонной плитой, а под ней россияне воюют уже друг с другом. Российский психолог и антрополог Александр Асмолов назвал это ментальной гражданской войной. Российская пропаганда учит россиян ненавидеть украинцев, но в действительности россияне начинают ненавидеть друг друга. Из-за разного отношения к событиям в Украине распадаются семьи, супруги разводятся, а дети перестают общаться с родителями. Резко вырос спрос на успокоительные и антидепрессанты. Это совсем не похоже на всенародный патриотический подъем. Ответом на военную авантюру Путина стала общенациональная депрессия. В прямом смысле слова. Теперь такой вопрос. Виноваты ли мы в том, что происходит? Несем ли мы ответственность? Войну против Украины развязала власть, которая до последнего дня обещала, что никакой войны не будет. Власть, которую мы не выбирали и которой мы не рукоплескали. Последние парламентские выборы прошли с настолько беспрецедентными фальсификациями, что мы даже удивлялись. Ну, зачем перерисовывать результаты настолько уж в наглую, прям все? Сейчас стало понятно зачем. Во время войны даже один антивоенный голос в Госдуме для Кремля неприемлем. Вообще вопрос выборов – тема для отдельного видео. В этом скажу лишь факт. Демократии в России нет ни по каким критериям. Устойчивой демократией считается после того, как власть дважды сменилась на выборах. У нас же за всю историю страны власть на выборах не менялась ни разу. До Ленина были цари, от Ленина были генсеки, выбираемые партии. После последнего генсека Горбачева был Ельцин, выходец из партийной номенклатуры, а потом его преемник Путин, ну и посередине стул грел Медведев. Россияне до 93 года вовсе не участвовали в процессе выбора руководителя, а с 93-го получили право на голосование одобрения такое, за уже подобранную им для них кандидатуру. Однако во всех случаях до сих пор руководство получалось из подковерной номенклатурной борьбы, оно в России никогда не менялось на выборах. Несут ли в такой системе координат россияне, граждане, мы с вами, ответственность за то, что наша власть делает, за ту власть, которую мы не выбирали и которая нас обманула? И виновны ли россияне в этой войне? Это два разных вопроса, которые требуют двух разных ответов. Потому что ответственность и вина – это две абсолютно разные сущности. Вина не бывает коллективной. Вина строго индивидуальная. Кто совершил преступление, тот и виноват. А вот коллективная ответственность существует. Ее еще называют политической ответственностью. И она может наступать и без вашей личной вины. Граждане России несут ответственность за нападение России на Украину и совершенные на ее территории военные преступления. Это может показаться несправедливым. Ну как же так? Я лично ни в кого не стрелял, никого не убивал. А может даже и права голоса-то не имел еще. Может мне вообще 17 сейчас. Почему ответственность ложится на меня? Ну, представьте себе крупную финансовую корпорацию, например. Если руководство корпорации нарушает закон, нарывается на уголовное дело и многомиллионные штрафы, то в тюрьму садится только менеджмент. А вот в остальном, к сожалению, страдает вся компания. В зарплате теряют все, вплоть до уборщицы, пенсионные накопления могут исчезнуть. Даже если вы никогда не интересовались, что там фирма делает и чем торгует. И, конечно, за все платят акционеры. Это неприятно, но это так. Единственный способ избежать коллективной ответственности – уволиться из корпорации или продать ее акции. В случае с государством это эквивалентно отказу от гражданства. Но пока ты гражданин,
Ты член своей корпорации. В обычной жизни нам часто приходится нести ответственность за ту общность, в которой мы по тем или иным причинам находимся, в которой входим. И уж, конечно, граждане несут ответственность за действия государства, как минимум потому, что действует оно от нашего имени и живет на наши налоги. В чем же может быть выражена наша ответственность, политическая ответственность, ответственность за то, что делает сейчас наша страна? Первая форма ответственности – это покаяние. Многих это слово вгоняет в ужас. Люди представляют себе, как их принуждают бить поклоны и просить прощения. В действительности это делается совсем не так. Приносить извинения от имени всего государства должны избранные политики. Это их задача. А наша с вами задача их избрать. В 1970 году Вилли Брандт не заставлял вставать на колени граждан Западной Германии. Он сделал это сам, от имени всего немецкого народа. Это было формой государственного покаяния. Кстати, современная Россия тоже проходила через это. В 2010 году Госдума приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, а тогдашний президент России формальный Дмитрий Медведев выступил с извинениями за сталинское преступление. По телеканалу «Культура», а затем и по Второму каналу по всей России показали польский фильм «Катынь». И Россия от всего этого совершенно не развалилась. Наша страна не утратила международный авторитет, а скорее его укрепила. И героические страницы прошлого тоже никогда не исчезли. Ведь если государство признает свои преступления, то его достижения будут вызывать больше доверия. Другая форма покаяния – это мемориалы и музеи, которые сохранят память о трагедии. Необходимо понимать, все это нужно не Украине. Ей от наших памятников жертвам войны и музейных экспозиций, да и от извинений тоже, не будет ни холодно, ни жарко. Это нужно нам. Мы будем делать это для себя. Покаяние – это не капитуляция перед другой страной, это процесс, нужный, чтобы излечиться, и чтобы выработать иммунитет, который убережет наше общество и государство от повторения совершенных ошибок. Вторая форма ответственности – это денежные и материальные компенсации. До войны Путин много философствовал об угрозе превращения Украины в антироссию. Что ж, его самосбывающееся пророчество сбылось. Теперь это действительно антироссия. Кто угодно станет антироссией, если стрелять в него из танков, артиллерии и бомбить авиабомбами. Даже очень близкая нам по истории и культуре страна, говорящая с нами на одном языке, станет. Но Украина по-прежнему делит с нами 2000 километров общей границы. Убитых к жизни не вернуть. Но материальными компенсациями после извинений мы сможем хоть как-то изменить отношение пострадавших от нас, украинцев, к нам после смены власти. Только когда Украина будет восстановлена, причем восстановлена на наши деньги, мы сможем с ней, конечно же, не дружить, но хотя бы сосуществовать и торговать. А кроме того, возможно, тогда с нами начнет опять разговаривать кто-то в мире. Взаимовыгодная торговля вместо открытой вражды, пускай сквозь зубы, пускай без рукопожатий, это уже будет большое достижение. И оно нужно не Украине, а России, которая сейчас в международной изоляции. Выплата такого рода компенсаций тоже встречается в мировой практике. Например, Германия подписала с Израилем соглашение о выплате компенсаций жертвам Холокоста в 1952 году и выплачивает их по сей день. Особая форма политической ответственности – это проговаривание. В отличие от покаяния и выплаты компенсаций, проговариванием можно заниматься прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны. Вот чем я уже занят больше месяца, например. Я не выпускаю собственных расследований, даже репортажей сам не делаю. Я просто проговариваю события и факты. И это само по себе является, может, такой терапией, что ли. Я читаю комментарии украинцев и вижу, что, в общем, некоторые с удовольствием смотрят, да, может быть, кому-то даже помогает. Ну и градус ненависти, хочется мне думать, что может как-то и снижается даже. У меня относительно небольшой медийный ресурс. Но когда проговаривание станет мейнстримом, то все может в принципе поменяться, да и нам самим станет легче. Нельзя всем народам копить в себе негативную энергию, иначе она выплеснется в желание взять очередной реванш. Теперь по поводу вины. Коллективной вины не существует. Потому что если виноваты все, то фактически не виноват никто. Вину нельзя размазать тонким слоем на миллионы человек. Вина – это не философская, а юридическая норма. Она индивидуальна, а определяет ее суд.
Тех, кто развязал войну, кто отдавал приказы преступные, тех, кто самолично их исполнял, кто занимался пропагандой, кто воровал, мародерствовал. Их всех нужно предать честному и открытому суду и провести такие суды в наших же интересах. Убийцы и военные преступники не должны вернуться в наше общество, не понеся наказания. Речь не только о справедливости, и о безопасности тоже. Военные преступники ничего хорошего в наше общество не принесут. К тому же безнаказанность – это большое подспорье для тех, кто захочет взять реванш и втянуть нашу страну в новую войну. Подобного допустить нам нельзя. В начале года мы были очень разными людьми. Водитель, учитель, врач, IT-специалист, продавец, фрилансер. Теперь мы все граждане Российской Федерации. Граждане той страны, которая напала на Украину, которая стреляет в украинские города. Армия, которая убивает украинцев, грабит их дома. Хотелось бы, конечно, чтобы нас объединила какая-то другая, позитивная история. Но реальность такова, что почувствовать себя россиянами нас заставляет наша коллективная ответственность. В 20 веке распалось множество империй. В начале столетия англичане управляли крупнейшей империей в истории человечества, а к концу столетия она ужалась до территории Британских островов. Франция тоже уменьшилась во много раз. Нашей стране на фоне других государств в плане территории повезло, она сохранила большую часть ее. Российская Федерация – это 76% от Советского Союза. Мы по-прежнему крупнейшие в мире государства, аж на 11 часовых поясов. Нам не нужно отыгрываться за прошлое в бесполезных войнах, потому что мы ничего не проигрывали. Идею проигрыша нам навязал Владимир Путин. Подобно мрачным лидерам прошлого, Путин играл на двух противоположных чувствах. Первое – это чувство национального превосходства, а второе – ощущение собственной ущербности. Российская пропаганда годами внушала россиянам идею исключительности. Дескать, весь мир вокруг загнивает, в разврате и пороках, только у нас духовность и семейные ценности. Но в то же время российская пропаганда постоянно твердила о том, что современная Россия ущербна, что мы не великая держава, а жалкий ее обрубок, которому нужно вернуть былую целостность. Уверенность в своем национальном превосходстве, смешанная с комплексом неполноценности, это давний рецепт яда, которым можно отравить общество и государство. Но от этого яда имеется противоядие. Это чувство собственного достоинства. Не вечно уязвленное чувство собственного величия, а именно достоинство. Хватит мечтать отыграться, мы ничего не проигрывали. У нас может быть не только вечная панихида по прошлому, но и будущее. Нам необходимо научиться уважать самих себя и уважать других. Мы цельные. Нам не нужно никаких внешних экспансий и завоеваний. У нас своих собственных необустроенных территорий аж 17 миллионов квадратных километров. Нас много лет приучали к жизни в постоянной чрезвычайной ситуации. Вечная борьба на внешних и внутренних фронтах, и непонятно, когда же мы начнем жить обычной жизнью и спокойно обустраивать свою страну, делать так, чтобы нашим гражданам становилось в ней лучше жить. Одна чрезвычайная ситуация постоянно заменяет другую, и так по кругу. Но хватит. Наша ответственность создавать общественный запрос на нормальность. Нормальность как единственную верную форму существования. И, как ни странно, многие из нас, сами того не понимая, уже сделали шаг в эту сторону. Да, многие из нас сейчас подавлены, пребывают в ужасе, в бессильной ярости от происходящего и, главное, от невозможности немедленно прямо сейчас как-то на это повлиять, как-то остановить это безумие, как-то сделать так, чтобы наша страна прекратила воевать с Украиной. Такая ярость самостоятельная – это в нынешней ситуации последняя легальная форма протеста против нашей ненормальной реальности. Но если вам сейчас плохо, это значит, что вы нормальны. Это значит, что у вас есть совесть, есть сердце и честь. И они нам с вами понадобятся очень скоро. Вы не одиноки. Нас много, и это стоит помнить. И нам предстоит заплатить по счетам, которые оставит нам наше государство. Но нам предстоит и жить дальше, в будущем. Для завершения ролика сегодня послушаем ДДТ. Юрий Шевчук продолжает давать концерты, ездит по стране, иногда говорит что-нибудь на них. Вот в воскресенье у него был концерт в Воронеже, а до этого в Туле. Давайте послушаем песню. Не стреляй, Воробьев,
своей. И, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры излазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой не целясь, на скидку и в лед, а кругом говорили: вот парни висят, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Боже мой, этой песни уже... Я написал ее в 80-м году, когда Витя Тябин, мой одноклассник, привез первые 3 гроба в Уфу. Да, в начале 80-го. Да. Мы говорили, я написал эту песню. Потом меня вызвали сначала в обком партии, молодежь не знает, потом Министерство культуры, потом в КГБ. И все меня спрашивали: какого хера ты, сопляк, написал такую песню? Наши пацаны в Афганистане детские сады строят. И так далее, и то прочее. А я им сказал: и погибают наши пацаны. А за что погибают наши пацаны? За что? Какие смыслы, цели? За что, друзья мои? Увеличивать территории, больше рабов, больше территорий, больше хлеба, больше мяса, феодал доволен. Это 17 век мышления. В наше время территории мало что значат. Главное — мозги, харизма и жажда сделать, построить хорошую родину, чтобы все жили счастливы. Вот что главное. Все. Это не политический митинг, это концерт. И я не имею права, наверное, много говорить сейчас. Но время от времени, не знаю. Спасибо вам за понимание. Спасибо.